Всем привет, с вами Дэн, и в прошлом году я впервые рассказывал о немецком часовом бренде Bocia, у которого есть две такие главные отличительные черты. Он весьма доступен по цене, а также все модели выполнены из титана. Собственно, как вы видите, слово титан есть даже в названии марки. Ну и что же, сегодня у нас новинка в такой вот, достаточно неприметной коробочке, но это же не важно. Важно, что внутри коробочки, а внутри у нас есть такая небольшая инструкция, в том числе на русском языке. Давайте в сторонку это все отложим, подушечку нам тоже сейчас не нужна. И вот здесь сапфировое стекло прям явно вам указывает, что здесь сапфир внутри. А еще инструкция, точнее не инструкция, а вот такой вот здесь бумаженца с референсом. Но тем не менее, в общем, референс 3657, а полностью модель называется Bocia Square Titanium, соответственно, титан. И это новинка, которая вышла в 2023 году. Ну и как следует из названия и из того, что мы сейчас с вами видим на экране, корпус здесь квадратный. Но он как бы не совсем квадратный, он даже ближе, наверное, к такому корпусу телевизор, да, нашему, да, советскому. Вот. Ну, понятно, что здесь модель в супермодном в последние несколько лет форм-факторе интегрированный браслет. И здесь, конечно же, есть этот самый интегрированный браслет. Но поскольку в плане геометрии корпуса уже давным-давно все было придумано Джеральдом Дженте с его легендарными Адемар Пиге Royal Oak и Patek Philippe Nautilus, и же с ними, остальным производителям приходится ухищряться, чтобы сделать что-то такое квадратное, классическое и при этом не сильно похожее на легенд. Да, и надо сказать, что Bocia, на мой взгляд, это удалось. Ну и самое время поговорить про характеристики. Конечно же, корпус и браслет сделаны из титана. По размерам, по ранту у нас 37 мм, по высоте 7,5. Ага, вот это неплохо. Первое звено или крепление корпуса 24,2. От ушка до ушка, давайте посмотрим, 42,8. Но здесь, видите, самое первое звено, оно не сгибается. Поэтому лучше измерять вот с учетом этого звена. И здесь получается 52,3. Это важно, я вам сейчас покажу почему. По браслету. Браслет довольно-таки тонкий. Посмотрите, какой. 2,5, и браслет по толщине, да, и браслет у застежки 18,1. Ну, часы, конечно же, невесомые, часы, конечно же, легкие, и на полном браслете сразу давайте поговорим, потому что титан это все-таки крайне важно, здесь вес на браслете 66,5. Ну, вот это я понимаю, да. Кто любит легкие часы, пожалуйста, Bocia вам сделает все как надо. Все как надо, да. Дальше, по характеристикам, сапфировое стекло, это мы с вами уже увидели из наклеечки. Также внутри стоит кварцевый механизм Seiko GR12, водозащита 50 метров, то есть под дождь попасть, в душе помыться можно, а купаться в них, конечно, не рекомендуется. Страна Германия, бренд, да, немецкий, и ритейл в России примерно там плюс-минус 24 тысячи рублей. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time. Ну что ж, я вам много говорил про Джеральда Дженту в начале этого обзора, и как видите, все-таки часы достаточно своеобразные и самостоятельные. У них есть нотки Nautilus и, наверное, PSG, и скорее даже больше PSG, но, конечно же, homage эту модель назвать нельзя. Циферблат зеленого цвета и, кстати, очень приятного такого сдержанного оттенка с симпатичным гелюше. Кстати, есть несколько вариаций расцветки циферблата, но мне такой самый интересный показался именно вот этот зеленый, потому что здесь зеленый прям необычный оттенок. И если иногда зеленые бывают такие, знаете, вырвиглазные, да, какие-то слишком яркие, то вот этот сдержанный, его можно использовать как новый черный, да, потому что подо все подойдет, ну мне так кажется. Метки полированные, стрелки такие довольно-таки тонкие, при этом правильные, длинные, как положено у немцев. Добавляет изящности, простоты и контрастное окошко даты.
для любителей даты. Мне кажется, ну, мне всегда так кажется, что лучше было бы без даты, но здесь дело вкуса. И очень многие комментаторы мне в роликах всегда пишут: я люблю и дату, и день недели, и все вообще люблю. Вот, поэтому кому как. Понятно, что поскольку здесь кварц, то у нас, соответственно, это видно по циферблату. И, кстати, стрелочка в метке попадает. Почему? Потому что здесь не ронда стоит, а здесь сейка стоит. Вот. Но и кварц плюс в том, что, конечно, такие часы будут гораздо более доступны по цене. Корпус из титана, браслет из титана. И я бы сказал так, что приятно сделано. За свою цену отделка очень даже приличная. Получается зеркальная полировка на ранте, все остальное, кроме заводной головки, с сатинированием идет. И, нет, да-да-да, что-то я... Боковая часть корпуса тоже с зеркальной полировкой, а сатинирование у нас идет по верхней части корпуса и по звеньям. Центральное звено с зеркальной полировкой, а вот основные звенья, они идут тоже с сатинированием. Выглядит достаточно все это приятно, нет какого-то перебора блеска, но и опять же, когда есть и сатинирование, и зеркальная полировка, это больше в плюс граням часов, потому что оно интереснее обыгрывает вот эту всю геометрию. А здесь геометрия такая рубленая, немножко где-то сглаженная, но в целом это рубленая геометрия, поэтому, конечно, сочетание разной полировки как раз таким часам всегда в плюс. Браслет интегрированный, поэтому посадка на запястье будет хорошая, удобная. С другой стороны, сторонний ремешок вы, конечно, к этим часам не подберете, разве что можно будет заказать у мастера. Тонкая застежка, да, на двойном фиксаторе. В повседневной носке будет максимально удобно, потому что она по толщине, ну, практически как браслет. Поэтому это здорово. Что касается коротких звеньев, то здесь их, к сожалению, нет, поэтому лучше всего примерять часы при покупке для конкретно вашего запястья. Что по моему запястью? У меня 18,5 в обхвате, и ну, они вообще просто облегают, облегают абсолютно мое запястье, потому что короткие ушки сразу загибаются вниз, гибкий ремешок, тонкий корпус, посадка просто идеальна. Если вы любите невесомые часы, которые не мешаются под рубашку, например, да, под костюм, то вот это вот тот самый вариант. Абсолютно плоские часы, как браслет, они литые. Ну, интегрированный браслет, в принципе, делает часы похожими на какое единое целое, но вот здесь это чувствуется еще сильнее. И что я вам говорил по поводу первого звена? У меня запястье просто среднее, да, а если оно у вас будет небольшое, то первое звено может немножко топорщиться. На среднее, на крупное будет окей. Если вот меньше, чем, наверное, ну вот где-то 16, то лучше прям примерять конкретно как на ваш сет. Потому что первое звено, видите, оно не гнется, поэтому часы чуть-чуть толще, шире, да, получается. Но в целом модель небольшая, поэтому мало на какое запястье эта конкретная модель не подойдет, что называется. Да. И опять же, на запястье ну, вообще невесомая благодаря и размеру, и титану. Давайте поглядим-ка теперь макро. Ну, что у нас здесь? Антиблика у нас тут не хватает, конечно, но стекло плоское, поэтому в реальной жизни это не особо чувствуется. Меткий, тоненький, накладной логотип, гильше простенькое. Но опять же, помним про цену этих часов и тот факт, что они сделаны из титана. А все производители за титан всегда несколько задирают цены. И вот Bocia в этом плане, конечно, молодцы, потому что у них вообще все из титана, и никакой наценки в этом плане нет. Ну, что хочу сказать по итогам. Конечно же, для фанатов Титана, для фанатов интегрированного браслета, легких часов, прям невесомых на запястье, максимально универсальных и поэтому в повседневном плане достаточно удобных. Конечно, доступная цена и, конечно же, не ждите какой-то мега отделки циферблата и корпуса браслета у этих часов за такую цену. Но, опять же, с 20 сантиметров, в принципе, здесь придраться абсолютно не к чему. Да даже и, наверное, с 10. Пишите, как вам эта модель. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.